Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира российского шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Печально закончилось пребывание в следственном изоляторе города Москвы для известной советской и российской певицы Надежды Бабкиной, Татьяны Навки и матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. Они были помещены в следственный изолятор 2 месяца назад за различные правонарушения. Ниже упомянутые представители российского шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти, которые находились в следственном изоляторе за различные правонарушения, среди которых смерть человека, неуплата налогов, ведение незаконного коммерческого бизнеса на территории России и ближнего зарубежья, а также получение крупных денежных взяток, совсем недавно из одиночных камер были переведены в публичную общую камеру. Пресс-секретарю Верховного Главнокомандующего не удалось освободить свою супругу из-под стражи, и Надежда Бабкина, Татьяна Навка и Людмила Нарусова остались в следственном изоляторе до 1 сентября ждать решения суда. Однако все изменило трагическое событие, которое произошло прошлой ночью. 3 дня назад по решению антикоррупционного комитета и Следственного комитета во главе с товарищем Бастрыкиным в следственный изолятор города Москвы была помещена старшая дочь Татьяны Навки, известный бизнесмен и владелец сети недвижимости риэлторских контор Валерия Навка. 27-летнюю женщину обвинили в ведении незаконного бизнеса и устранении конкурента, и она вслед за своей матерью оказалась в следственном изоляторе города Москвы. Однако пребывание в общей камере следственного изолятора для Татьяны Навки, ее дочери Надежды Бабкиной и Людмилы Нарусовой закончилось весьма трагически. Сегодня утром администрация следственного изолятора зафиксировала трагическое событие, которое произошло сегодня ночью в публичной камере. По данным администрации, у Надежды Бабкиной и Людмилы Нарусовой возник конфликт с дочерью Татьяны Навки. Судя по записям видеокамеры, в конфликте участвовали и другие сокамерницы. По некоторым данным, Надежда Бабкина, Людмила Нарусова и сокамерницы виновны в неожиданной и трагической смерти дочери Татьяны Навки. Медицинская экспертиза следственного изолятора установила, что смерть Валерия Навки наступила в результате повешения. На данный момент ведутся следственные работы, а все подозреваемые, включая сокамерниц Навки, Надежда Бабкина и Людмила Нарусова, дают показания. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Но и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. На данный момент продолжаются поиски членов антикоррупционного комитета известных артистов Бориса Щербакова и Александра Михайлова, которые пропали вчера вечером при оказании дружественной помощи в Курской области. Члены антикоррупционного комитета надеются на чудо и не желают верить в трагический финал. В результате эффективной работы антикоррупционного комитета у известного юмориста Александра Ревы, бывшего участника программы Comedy Club, был арестован автопарк на 26 машин и 2 особняка в Подмосковье. Точная причина ареста и конфискации пока неизвестна. Одна из возможных версий чрезвычайного события – это неуплата налогов. Состояние здоровья членов антикоррупционного комитета известных артистов, которые недавно пострадали в результате аварии в Чемдарском ущелье в Алтайском крае, а именно Михаила Муромова, Юрия Назарова и актрисы Ирины Муравьевой, улучшилось. Данные артисты пошли на поправку. Сегодня день рождения у известного советского и российского актера Олега Стриженова. Олегу Александровичу Стриженову исполняется 95 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.